Знакомьтесь, это Остин Винтери, американский композитор. Вы его можете знать по, например, саундтрекам к трилогии The Banner Saga, Assassin's Creed Syndicate, Stray Gods и как соавтора музыки Hades 2. Остин однажды сказал: в какой-то момент представители Sony просто пришли и заявили: делайте что хотите, но эта игра, черт возьми, должна выйти. Больше тянуть нельзя. Так он отозвался об одном из своих предыдущих проектов Journey, после того, как тот разрабатывали 3 года вместо заявленного 1, после бессонных ночей переработок, сокращений зарплат студии разработчика Z Game Company и почти полного банкротства последней. А также после того, как Journey получила тонну номинаций за арт-дизайн, повествование, игру года, а ее музыка стала номером 1 среди саундтреков прошедшего десятилетия. После того, как она вошла в топ-5 саундтреков всех времен и впервые в истории игровой индустрии удостоилась номинации на премию Грэмми. Ведь Journey — это видеоигра с по-настоящему уникальным музыкальным сопровождением. Для тех, кто не знал или подзабыл, а Journey уже больше 10 лет, игра имеет настолько минималистичный дизайн, насколько это вообще возможно. Авторы проекта Z Game Company и личный руководитель разработки Джинова Чен сознательно хотели добиться ощущения познания нового мира, одновременно знакомого и слегка загадочного. Все повествование должно проходить через окружение. Как правило, самый простой вариант такого подхода — это записки. Или расположение предметов окружающего мира так, чтобы воображение игрока само дорисовывало события и давало им интерпретацию. В Journey нет места закадровому тексту и каким-либо надписям. Интерпретация происходящего во многом основана на том, что происходит вокруг. А так как локации достаточно пустынны во всех смыслах, музыка по факту является основным элементом повествования и двигателем истории. И это совсем не догадки из ПГС из-за разряда, что подразумевал автор. Создатель музыки для игры Остин Винтери в одном из интервью прямо так и говорит: музыка играет центральную роль. Моей целью было сделать так, чтобы она воспринималась как можно более осмысленно. Было важно, чтобы игрок никогда не чувствовал, что партитура не соответствует его выбору. Помогло то, что игра в целом довольно линейна, но есть и открытые пространства. И вот они усложняют задачу. И тут важно сделать одну оговорку. Музыка игры Journey — представитель так называемых адаптивных саундтреков, то есть звук здесь меняется в зависимости от действий игрока и контекста событий. Для понимания того, как это обычно делается до сих пор. Зачастую это довольно четкие и резкие переходы между сценами с разным темпом, например, между боевыми и небоевыми этапами. Или же подзвучивание определенных действий игрока, что с точки зрения аудиодизайна подсказывает, что вы на верном пути, как, например, появление дополнительного слоя мелодии при использовании ускоряющего геля в Portal 2. И, естественно, ни выше продемонстрированные игры, ни уж тем более Journey не изобрели адаптивный саундтрек. Гениальность адаптивной музыки Journey в том, что система гармонично соединяет части мелодии и примешивает к ним музыкальные инструменты так, что каждая геймплейная сессия каждого отдельно взятого игрока будет сопровождаться уникальной музыкой. Каждая сцена проработана так, чтобы в зависимости от того, что геймеры станут или не станут делать, куда они пойдут и сколько их будет, музыка всякий раз зазвучит иначе. Если непонятно, то сейчас объясню на примере. Сам Остин же приводит следующую аналогию. В 1997 году я увидел рекламу переиздания трилогии «Звездные войны», в которой Патрик Стюарт сказал: «Это мой любимый фильм, и я хотел бы вернуться в 1977 год и просто посмотреть его еще раз, как будто в первый раз». И вот музыка игры Journey как раз об этом. При повторных прохождениях вы что-то делаете чуть иначе, исследуете больше мест, встречаете других игроков, которые тоже ведут себя не так, как те, которые
которых вы встречали до этого. Тут все знакомо, но при этом достаточно сильно отклоняется от оригинала, чтобы у вас возникло ощущение, будто вы слышите мелодии в первый раз. И признаться честно, сейчас, перепроходя игру при подготовке, я словил именно эти ощущения. И вот как это работает. Давайте посмотрим на примере. Остин Винтери был в тесной коммуникации с командой разработчиков, и ему нужно было понимать все изменения геймплейных механик и, самое главное, геометрии уровней, потому что каждая композиция должна быть выверена буквально по секундам. Смотрите, базово почти любая мелодия саундтрека не перегружена лишними элементами, с лидирующим инструментом и наложенными поверх вспомогательными. Скажем, тут игрок должен пройти из точки А в точку Б и совершить некое действие. Композитор знает, сколько на это примерно потребуется времени и какие именно действия совершит игрок, поэтому дается длинное соло основного инструмента, а затем, как только игрок достигает ориентира, энергия музыки сразу же подскакивает, сопровождая игривый воздушный танец. Следующий фрагмент тоже четко выверен, но что если игрок не захочет идти из точки А в точку Б, а решит завернуть в пункт С? Музыка сможет передать и это ощущение, при этом ритм не станет зацикленным. И это я взял моменты с самого начала, чтобы было проще показать на примере, потому что чем дальше, тем сложнее становится музыка. Ведь к вам то и дело на пути попадаются другие игроки, и эти встречи добавляют больше инструментов и полутонов мелодий, усиливая их и порой меняя до неузнаваемости. Вот почему каждое приключение уникально, и вот почему, по большому счету, во время игры каждый геймер слышит свою версию саундтрека, сделанную, можно так сказать, по индивидуальному заказу специально для него. Я работал над саундтреком 3 года. Я видел, как развивалась игра и позволял своей музыке развиваться вместе с ней. Самой сложной задачей, на мой взгляд, было добиться того, чтобы музыка была такого же качества, как и то, что создавали гениальные сотрудники That Game Company. Я боялся, что сочиню музыку, которая не соответствует их уровню, и был очень самокритичен во время работы. При том, что множество треков написаны с прицелом на адаптивность, основная партитура у произведения, само собой, есть. Причем забавно, что главной вступительной темы под названием Nessence нет в самой игре, и, увы, в ПК-версии она вообще недоступна. Это была особая задумка — настроить игрока на нужный лад еще до запуска Journey. Nessence как бы предваряет путешествие, и ее можно услышать лишь на консоли, когда вы выбираете игру из главного меню вашей системы. Эта тема часто повторяется лейтмотивом на протяжении всего саундтрека, но она постоянно меняется и поэтому никогда не надоедает, чему способствует подход Винтери по развитию композиции. Наиболее радикальная переработка Nessence происходит в The Road of Trials, где возвышенная тема переворачивается буквально с ног на голову и превращается в драйвовую. Как бы то ни было, на протяжении большей части звучания в саундтреке лидируют 3 инструмента: виолончель, альт, флейта и серпент, надеюсь, правильно произнес. Серпент — это предок современных духовых, имеет изогнутую форму, словно змея, отсюда и название. И
этот выбор инструментов не случайен. Остин Винтери крайне не хотел, чтобы музыка была этнической и чтобы в ней угадывался тот или иной намек на какую-либо цивилизацию. В процессе написания несколько раз получалось так, что музыка начинала звучать так, будто принадлежит разным культурам. Например, в ранних версиях основной темы было немного перкуссии, из-за чего она зазвучала почти как арабская. В другой композиции были элементы, которые делали ее немного ирландской, и я менял музыку так, чтобы избавиться от этого ощущения. Отказ Уинтери от чисто этнических инструментов придает саундтреку Джорни ощущение того, что он не привязан к определенному месту или времени, порой даже намекая на некоторую таинственность происходящего. Благодаря во многом уникальному подходу Уинтери, каждый трек ощущается как настоящее волшебство даже в отрыве от игры, а уж в процессе прохождения просто буквально проваливаешься в атмосферу сказки. Баланс между оркестровыми и сольными инструментальными партиями тут просто идеален, и даже случайные эмбиентные синтезаторные элементы органично вписываются в структуру музыкальных произведений. Каждый трек не просто на своем месте. Без музыки игра не будет работать как на повествовательном, так и на геймплейном уровне. Это тот редкий момент, когда все детали механизма идеально подогнаны друг под друга. Если подзабыли, каково это, или никогда не играли в Джорни, то уделите игре пару часов, она очень короткая. Куча положительных эмоций гарантирована. Однако наиболее яркая демонстрация возможностей саундтрека происходит ближе к концу. Это великолепный Apotheosis и I Was Born For This. Оба в наиболее полной мере раскрывают все идеи, заложенные композитором. После краткого вступления Apotheosis переходит к зажигательным струнным ритмам. Которые мало того, что развиваются на протяжении последующих аж 4 минут, так еще и не надоедают вообще. А в контексте геймплея и вовсе на экране в этот момент творится без преувеличения сказка. Тут лейтмотив главной темы Джорни начинает исполняться во всей своей красе, и все его фрагменты становятся все более насыщенными и яркими с каждой минутой. Недаром трек называется «Апофеоз». А после композиции, которая ошеломительно завершает историю Джорни, начинаются титры, и их музыкальное оформление чуть ли не лучшая часть всего саундтрека. Тут единственный раз звучит песня с вокалом, но зато какая! I Was Born For This великолепно суммирует все эмоциональные нити, пронизывающие Джорни, и делает из всех треков настоящий музыкальный альбом с контекстом, смыслом и прекрасной финальной точкой. За партию скрипичных инструментов отвечает Тина Гуо, виолончелистка, мелодии которой вы явно слышали и не раз, как минимум в обеих «Дюнах» Дэни Вильнёва и недавней Call of Duty Black Ops 6. А вот вокал принадлежит Лизбет Скотт, и мне кажется, что она приложила руку просто ко всем культовым не только видеоиграм, но и фильмам последних 25 лет. От Metal Gear Solid и Mass Effect, о которой, кстати, на канале есть отдельное видео, до Человека-паука Сэма Рэйми и третьего эпизода Звездных войн. В I Was Born For This Лизбет Скотт удается, на мой взгляд, выразить как удовлетворение от завершения путешествия, так и желание пройти его еще раз. Это потрясающее, возвышенное завершение альбома и одно из лучших вокальных произведений в игровой музыке, что лично мне приходилось слышать вообще.
И саундтрек Джорни на самом деле заслуживает всех этих эпитетов. Ведь несмотря на то, что игра чуть не довела до банкротства разработчика, после выхода принята была настолько тепло, что отхватила кучу номинаций, взяв категорию «Лучший саундтрек к видеоигре» по мнению BAFTA. I Was Born for This стала лучшей песней 2013 по мнению Академии интерактивных искусств и наук США. Саундтрек Джорни стал лучшим саундтреком десятилетия, по мнению издания Push Square, занял 5-е место среди саундтреков всех времен и народов по версии Official PlayStation Magazine и получил еще почти 20 номинаций, премий и наград, среди которых важнейшая уже не только для игры, но и для всей индустрии. Номинация на Грэмми, главную музыкальную премию мира. Важно это вот почему. Ни до, ни после 2013-го видеоигры на Грэмми не номинировались в принципе, а впервые отдельная категория под игровой саундтрек будет выделена лишь в 2023-м, так что Джорни и музыка Остина Уинтери на равных конкурировала в категории «Лучший саундтрек» с такими мастодонтами как Ханс Циммер с музыкой к третьему Темному рыцарю Нолана, Трентом Резнером и Аттикусом Россом с саундтреком к фильму «Девушка с татуировкой дракона», который, кстати, в тот год и победил. И Джоном Уильямсом с композициями к приключениям Тинтина. К Уильямсу, кстати, Уинтери относится с большим уважением, и по собственному признанию его творчество оказало большое влияние на формирование вкуса Остина. Забавно, что основная тема Джорни похожа на одну из тем фильма «Мемуары гейши», к которому Уильямс как раз-таки писал музыку. Признаюсь честно, это не моя находка, на это обратили внимание журналисты портала GameMusic.net, на что Остин ответил: Любое сходство случайно, за исключением того, что я люблю эту партитуру и считаю ее одной из лучших за долгую карьеру Уильямса, полную шедевров. Я не пытался подражать ей или что-то в этом роде, но уверен, что она повлияла на меня. И в принципе все работы Остина Уинтери остаются уникальными, даже когда он работает в соавторстве с другими композиторами. Ему удается создавать крайне атмосферный, если так можно выразиться, звуковой мир. Остин придумывает отличные мелодии как для сольных инструментов, так и для оркестра, от бодрых и романтичных до душераздирающих и эмоциональных. И хочется верить, что главный саундтрек в его жизни пока еще не написан, так что ждем с нетерпением. Спасибо тем, кто поддерживает мой небольшой канал лайком и комментарием, а также подписавшимся на платных платформах. Вы лучше всех. Увидимся.